Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Давайте узнаем знаки судьбы, события будущего в первую декаду октября. Что прояснится, самое главное. И первые три карты, как знаки судьбы, мы достанем. Карты из колоды 78 дверей, метафорические карты, которые нам расскажут, открытые двери или наоборот закрытые. Но это принципиальное значение имеет, поэтому давайте, вы люди очень интуитивные, переложите вашу ситуацию на метафору карты. Я думаю, подсказки вы точно получите. Итак, три карты, три знака судьбы. Первый знак. В каких, может быть, сферах жизни, вопросах вы будете принимать важные решения. Второй знак судьбы и третий знак судьбы. И продолжим наш расклад, если мы спросили, что прояснится. Вот давайте будем узнавать, что прояснится для скорпионов с 1 по 10 октября. Что прояснится? Что идет? А что придет взамен? И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь, сфера финансов, дела, работа, бизнес. У кого-то согласование важное, у кого-то учеба, у кого-то, возможно, и контракты, документы или переезд. Ну, давайте будем узнавать. Итак, первый знак судьбы. Какие-то отношения, которые для вас очень важны. Может быть, да? Иногда это и карта ностальгии, но все же в этой колоде дверей вообще закрытых нет. Здесь есть контакты, как нам тут вообще бабушка и детям читает, внукам, явно учит уму-разуму или читает книгу какую-то, но, видимо, и что-то объясняет, и все ее слушают. Явно есть какой-то элемент уважения, может быть, и взаимодействия у кого-то банально с родственниками. Или, как мы говорим, с предками, да, может быть, родителями. Но это касается детей, уже, может быть, и взрослых детей. Но есть какие-то контакты с теми, по этой именно карте, в этой колоде. С кем приятны эти контакты. Может быть, это и какая-то ситуация внутрисемейная. Или она касается с дальними родственниками. Пусть это даже не с родственниками, мои дорогие скорпионы, а с теми, кто вхож в вашу жизнь, в ваш дом. Это те, которые вы уже знаете, именно те персоны. И какие-то вопросы, понятно, у каждого свои. Но я должна сказать, что даже если какое-то дело, как из прошлого, возвращается, явно не случайно. Все, что мы слышим в октябре, в ноябре, те люди, которые приходят в нашу жизнь, пусть даже после какой-то паузы, ну, значит, это повод задуматься, почему это произошло. Или явно могут быть какие-то такие общие точки или интересы совместные, и, может быть, или продолжение следует, или даже, к примеру, если это происходит в тех парах, когда вы расстались, вот иногда такое тоже бывает. Но кто знает, какие-то вопросы не решены. Или, может быть, дружба должна быть оставлена, да, между вами, хоть и, может быть, совместная жизнь не получилась. Ну, не совсем об этом говорит карта, но все же мы все разные. Одним словом, как знак судьбы, контакты с теми людьми, которых вы уже знаете. Но с позиции, что ничто не происходит случайно, значит, вам нужно как-то этот момент додумать, для чего вернулся в вашу жизнь человек или для чего вам дан этот случай или этот контакт. Второй знак судьбы. Ну, тут и не замечтаться, это точно. По семерке мечей обратите внимание. Дверь закрыта. Девушка рисует. Открытую, в надежде, что вдруг откроется самая настоящая дверь. Мы понимаем, что этого не произойдет, а семерка мечей еще называется картой вора. Может быть, и есть какие-то хитрики, мои дорогие скорпионы. Я думаю, скорпион это увидит, ну, где-то за версту. Может быть, и какая-то прежняя ситуация, которая, как вариант, вам в ней все знакомо. И тут вдруг заново что-то повторяется. Вы знаете, есть еще такое значение, пусть не по этой карте, ну, не по этой колоде, но семерка мечей еще, помимо вот этого значения, да, воришки, хоть это нигде не прописано, но нам ведь говорят, ты смотри в оба. А есть еще такое значение забрать свое.
Вот я тут вижу, какая-то прежняя история, как дежавю, к вам может вернуться. И причем, видимо, в свое время не поставлены были либо точки над «и», либо правильные акценты. А я должна добавить, пусть это планетарно, это уже не про карты. Наша задача октябрь-ноябрь выстраивать правильные социальные связи. И может быть это просто социальные контакты. Тогда будьте внимательны. Потому что иногда карта шестерка кубков как ностальгия. Ностальгия по каким-то прежним взаимодействиям с конкретным человеком или людьми. Это то, что нам было приятно, поэтому и ностальгия. Мы где-то бы хотели вернуть то время, но семерка мечей настойчиво говорит, ты все-таки скорпион, тут не совсем про чувства. Вот как будто во власти чувств. Может быть, у вас сейчас, я должна сказать, до конца 2025 года больше приятностей для вас, мои дорогие. Это правда. Но ведь когда мы становимся более уязвимыми? А вот именно тогда, когда мы не чувствуем подвоха, когда мы в более таком расслабленном состоянии, или, как ни странно, когда у нас дела идут хорошо. Мы словно такую розовую, сквозь розовую пелену смотрим на многие события, мы уже, да и к концу года мы все подустали, да, и мы можем, ну, где-то ослаблять наше критическое мышление, это вполне закономерно, тем более осень. Физиологический упадок сил, перестройка организма, но не хочется тут уже ни конфронтаций, ни споров, и тем не менее. Нам не говорят про споры, но то, что нужно смотреть как-то внимательно – вам придется что-то анализировать, это точно. Продолжать, не продолжать, поступить как, отказаться, согласиться, в каком контексте, на какой территории или на какой глубине будут эти, к примеру, контакты или отношения. И не обязательно. Это личная жизнь, ведь это может касаться и работы, в которую вы включитесь, согласитесь. Тогда какой режим, какой эквивалент – получение вознаграждений, к примеру, да, вот и такие могут быть вопросы. Но то, что зри в оба, это, скорее всего, так. Третий знак судьбы. По-видимому, вот эти энергии вам помогают выйти из этого лабиринта. Или даже если мы говорим, прежняя ситуация, ведь, может быть, это не совсем люди, а посредством одного какого-то человека, с кем вы прежде имели контакты, здесь может как-то сложиться ситуация, которая, ну, вами была предполагаемая, или вы прежде пытались в этом участвовать. Это словно вы ходили вот по этому лабиринту и не знали, как ее закончить. Возможно, вы просто оставили все как есть. Тогда судьба, она может как раз и вернуть что-то подобное на доработку, и чтобы мы все расставили по местам. Вот этот лабиринт, он тоже должен закончиться. Вы можете подводить итоги. И тогда, словно, посмотрите, туз мечей. Это, кстати, действительно может быть как сопровождение или наоборот, возобновление какой-то ситуации через новость. Потому что туз мечей иногда конкретно информация какая-то, да? Причем та информация, которая внезапно. Но я точно так же могу предположить, это мы выходим из лабиринта, мы словно отрезаем за спиной, да, так вот, ну, условно говоря, вот этот лабиринт, и мы больше туда не ногой. Но это итог, опять же. Поэтому какие-то итоги вы, правда, подводите. И я не исключаю, что от чего-то вы отказываетесь. Может быть, даже в отношениях вы какой-то в прежних отношениях, да, вам нужно навести баланс. Пусть отношения уже понятно, что-то там не сложилось. Неважно, личная жизнь, работа, но может вернуться помимо вашей воли, хотите, не хотите, может быть, это даже случайно какой-то человек или тема, нерешенная между вами. Ну, значит, нужно тут все расставить, договориться на берегу, чтобы больше к этому не возвращаться. Давайте так что же прояснится для вас, мои дорогие скорпионы? Вы знаете, вот в этой колоде принцесса жезлов называется служанка в ожидании. Как будто дева прекрасная ждет, да, ждет кого-то. Или как письма, кто-то откликнется, или как будто приедет. Вот какое-то затянувшееся ожидание. Может быть, это и без видимых причин. Вы просто ждали как знака судьбы. Вот правда, почему нет?
мы не могли сделать какой-то вывод или мы не могли сделать выбор, потому что, ну, обстоятельства были такие двойственные. Может быть, мы и согласились на эту двойственную ситуацию, потому что вариантов не было, так ведь тоже бывает. Но вот теперь вам захочется и прояснить, и, скорее всего, выйти опять же из этого лабиринта. Надоело какое-то пустое ожидание. Может быть, у кого-то даже по личной жизни, да, такое будет. Хотя жезлы больше это у нас дела, работа, бизнес и откуда деньги к нам приходят. Но тем не менее, может быть, есть и личная жизнь, которая каким-то образом увязана с некоторыми рабочими моментами. Ну и с деньгами тоже, почему нет? Но явно тут что-то было как в затяжку или долгое время тянулось. И вот теперь по этому должно наступить справедливое либо решение, либо сама по себе ситуация разрешится. Я не исключаю, что кто-то из вас, это просто вы как бы расставите все по местам. Потому что надоело быть служанкой в ожидании. Ну вот, наверное, лучше даже не скажешь. Хотя я должна сказать, в принципе, принцессы, это, знаете, это уже новый жизненный этап. Это уже решимость на что-то. Уже решение как будто принято, потому что предыдущий период жизни вы уже прошли сполна. Ну, настолько знакомо, что даже если вас сейчас кто-то бы начал уговаривать в какой-то вопрос, ну, так присоединиться, да, в чем-то участвовать или что-то продолжать. Вот у каждого тут будет, мои дорогие скорпионы, какой-то свой момент. А вам уже туда не надо, а вам уже туда не хочется. Вы уже как будто были. Все там видели, все знаете. И главное, вот это мучительное ожидание. Вы больше не хотите продолжать. Вот это точно. Поэтому вам и карты в руки. Я бы сказала, у вас и козыри-то в руках. Потому что этот период для себя, пусть самого или для себя самой, определить. Так, а что же для меня действительно ценно? Или какое я качество жизни хочу для себя? Явно никто не захочет в этом ожидании в таком быть. Или зависеть от чьей-то милости, или от чьего-то решения. Может быть, у кого-то действительно двойственная ситуация по работе. Такое тоже бывает. Да, нами тоже пытаются манипулировать. Не сказали «нет» и не сказали четко «да», а вот вроде бы поманили, что-то пообещали, а потом как будто и разговора не было. Мне думается, такие ситуации, к сожалению, очень частые. Или пусть даже у вас свой бизнес, например, да, или свое личное дело, но все равно ряд договоренностей есть. И, может быть, когда-то что-то начиналось или даже было осуществлено, но вот точка-то явно не была поставлена. Так вот теперь это будет проясняться. Что уйдет? Вот интересно. Туз чаш. Вообще такая очень позитивная карта. И вы знаете, я хочу достать. Это радость, это какая-то эмпатия. Хотя, может быть, это прежние какие-то отношения. Почему нет? Может быть, вы тут узнаете какую-то правду, я ведь вот этого и не исключаю. Может быть, это касается прежних ваших знакомых, друзей, тех лиц, которые были вхожи в ваш дом. И вы относились к человеку более чем хорошо. А тут вы что-то узнаете. Или не то, что даже узнаете или услышите какую-то информацию, как сложите, да, как в мозаику, в какой-то единый узор, разные части ваших мыслей, вашей интуиции и того, что было. И в итоге у вас создаться полная картина, и вы будете понимать, к примеру, что нет, вот тут я сам или сама не хочу что-то продолжать. Именно потому, что надоело какое-то ожидание. Может быть, вот эти у кого-то любовная история. Больше ожидания, нежели приятных эмоций. И это, знаете, как на две чаши весов. На одно ожидание положить и какие-то кратковременные приятные моменты. Что важнее? И вот такой выбор у вас может быть. Но давайте я все-таки спрошу, с чем это связано. Нам как будто говорят, работай, у тебя все получится. Вы знаете, тут может быть все же разная история. У кого-то непосредственно касается про работу. Может быть, это были, допустим, да, вот приятные эмоции, ожидания, опять же, а тут вы что-то будете менять и переключаться на какой-то даже другой вид деятельности или на какую-то новую специфику.
вам придется еще что-то и изучать, и буквально много работать. Ну, вот так вот получилось. Ведь это карта рутины, мои дорогие. Ну да, это одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Ну, вкалывает человек буквально. Может быть, и работы будет много, мои дорогие. Может быть, уходит вот какое-то, с одной стороны, радость от предыдущей какой-то работы. Может быть, вы меняете работу. Был коллектив, да, допустим, хороший. Так ведь тоже может быть. И было взаимопонимание, да, вот как по первой карте. А теперь переходите совершенно в другую сферу или просто на новую работу. Там вы никого не знаете. И вот та эмпатия, которая сложилась по прежним отношениям с прежними людьми, она как ностальгия, но тем не менее она уйдет. Но вы тогда и не заметите, потому что придется включиться вот в эту рутину. Тут какая-то может быть и однообразная работа, мои дорогие. Но продолжай, Скорпион. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но тут явно, когда, знаете, профессиональный рост. По этой карте есть такое значение, как профессионал буквально кует этой пентакли. Ну, у нас тут кузнец, кстати, подкову, символ счастья и удачи кует. Но есть и по-другому, как бы, да, значение. Так вот, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения, понимаете? И профессионал, который свой профессионализм не в пустоту и не в ожидании направляет, а когда он готов строить карьеру, приумножать доходность, назовем это так. Деньги– один из способов взаимодействия с миром. И, может быть, денежный вопрос для вас, мои дорогие скорпионы, является побудительным мотивом. Давайте я еще одну карту достану. Да, тут именно какой-то денежный вопрос. Раньше по нему были эмоции, они теперь уходят. Теперь интерес у вас денежный. Может быть, на первом месте раньше вам было просто приятно, приятное общение, но, видимо, наступает момент идти дальше, и вы становитесь большим реалистом. Может быть, раньше было много эмоций где-то, и это вам тоже было приятно, а теперь нет. Ковать пентакли буквально или подковы для счастья, ну и строить свое благополучие как ну, способ заработать деньги. Это тоже некоторая статусность, мои дорогие, потому что король пентаклей– это еще и статусная карта. Иногда она будет говорить о том, что ну, может быть, есть и отношения, которые долго продолжались, да, но потом какая-то история произошла, и вы расстались, да, вот если все вместе соединить. Уже какой-то выход из лабиринта, как бы он, может быть, и состоялся, но вот еще и некоторые акценты нужно расставить, то теперь для вас уже другая уже история. Прежде в ожидании, что вернется партнер или как-то у нас там сложится, здесь это тоже завершается, вам это уже не интересно. И вы вполне задумаетесь о том, чтобы построить семью, даже если прежде у вас там был брак, может быть, и не один, меня смотрят разные, возраст, понимаете? А именно стабилизировать, укрепить, не делать это что-то в пустоту или на один день ради эмоций. А когда нет, это подушка безопасности, это как раз центральная тема октября и ноября. Что придет взамен? Ну, вы знаете, будет еще много желаний, много иллюзий будет. Много будет путаницы. По этой карте хорошее настроение, вот это точно, что придет взамен. Поэтому, когда вы выйдете из лабиринта, вам словно будет легче. Но сами вопросы все не отпали, поэтому карта говорит, тебе придется еще, Скорпион, где-то мыслительную деятельность, вот так, включив интуицию, как просчитывать все-таки, да, потому что тут как глаза у нас разбежались, хочется сразу и всего. Вот такое ожидание, желание, точнее, может быть, и перед вами открываются такие новые перспективы, вполне вероятно. Тут ведь у кого-то может быть, знаете, и правда такая новость или какая-то возможность приходит, от которой глаза разбежались. Я такое могу предположить. Или это то, как, может быть, вы об этом мечтали, а тут вроде как это можно осуществить. Ну, пусть не на 100%, но в каком-то контексте. Тут, правда, мы можем почувствовать вот эту самую легкость. Ведь вообще-то это карта легкости. Да, она говорит, что ты там глаза себе не замыливай, но и где-то не позволяй, чтобы другие тебе это сделали, да, ослабив твое внимание, Скорпион. Но, по крайней мере, желание вот таких эмоций, оно точно будет.
видимо, уделить как минимум 15 минут, чтобы с чем-то определиться. Ну, это вообще мозг наш физиологически за 15 секунд, представляете, принимает молниеносное решение. Физиологи уже подсчитали давным-давно. Ну, а мы думать мы можем 15 недель. Ну, а то еще и дольше, правда? Вот. А тут вот себя сконцентрировать и с чем-то определяться на потом все-таки вам придется. Сфера личной жизни. Ух ты, вам тут сами боги, высшие силы, ангелы-хранители помогают. Шестерка пентаклей всегда как помощь какая-то к нам приходит. Может быть, и есть конкретный человек, который вам содействует. Могут быть отношения в паре. Может быть и новая история, все что угодно. Или банально, пусть на сферу личной жизни, отношений, но это ваша личность, будем говорить. Так вот у вас что-то получается. Будет радость, это точно. Как в чем-то победа. Вообще это карта финансового успеха. Помимо вот всех прежних значений, которые я перечислила, все же шестерка, пентакли, любая шесть– это победа. Но пентакли, понятно, что это финансы. И я об этом уже долго говорила, не повторяюсь. Поэтому для кого-то финансовый эквивалент добавит улыбок на вашем лице. Пусть это не буквально вы эту сумму сейчас получаете, но это, знаете, такой хороший прогресс уже виден. Хотя я могу дополнить еще такой момент. Если вам нужно совершить какой-то срочный платеж, а ваши деньги где-то задержались, ну нет вот нужной суммы, в вашем окружении есть человек, который вас выручит. Или иногда в нашем окружении есть и люди, которые нам могут помочь решить какой-то вопрос. Ну, вот пусть это связано, к примеру, даже с документами, да? К какому чиновнику пойти, в какую инстанцию обратиться, как это сделать максимально быстро, точно, четко, как будто в яблочко, да? Как по мишени попасть в центр. Вот в вашем окружении тоже есть такой, как человек, знающий, толковый, который может дать дельный совет. Кстати, по этой карте это могут быть не всегда те люди, на которых мы думаем. Поэтому для кого-то найти этого человека. Потому что, знаете, есть люди, которые, они у вас есть в вашем окружении. Кто-то за вами наблюдает и даже вами восхищается, мои дорогие скорпионы, вот по этой карте. Вас и уважает, и готов вам прийти на помощь, оказать содействие. Вы можете не подозревать, что у вас даже есть такой человек, потому что не выпячивает себя как бы эта персона. Но в самый такой кульминационный момент вы можете его как будто найти. Вот это на личную жизнь. Ну или личные вопросы. Ух ты, на финансы. А ведь и правда эмоции заканчиваются. А я-то думаю, что-то, почему этот туз кубков заканчивается? Я не могу сказать, конечно, что вы станете скупердяями. Я надеюсь, мои дорогие любимые скорпионы меня и мой сленг понимают правильно. Ну, правда, я вот подумала, эмоции закончились, да елки-палки. А почему? А почему это уходит? А потому что приходит, мы начали спрашивать, почему, с чем это связано. А потому что приходит другая совершенно плоскость интересов, мои дорогие. Вот как раз об этом карта Солнца на финансы. Карта Солнца– это карта нашего эго, мои дорогие, поэтому захочется сделать так, как мне хочется, а не тебе или там кому-то еще. Но, видимо, эмоции все-таки надо будет как-то так причесывать, потому что, с одной стороны, когда мы в эмоциях, мы очень уязвимы, мы уже с вами об этом говорили. У вас семерка мечей. Может быть, и не согласиться на какой-то проект фальшивый, который вам предложат. Но я не говорю, что всем подряд будут предлагать, но кто-то может в такой ситуации оказаться. И когда вот у нас замылены глаза, да, то есть почему мы говорили с вами, что придет замен, ну, где-то восторженность иногда по этой карте идет, или когда у нас что-то получается, мы воодушевлены, понимаете, а вот как воодушевлены, так мы менее внимательно, не работает это самое критическое мышление, мы не, как бы не настраиваем себя на ежеминутную осознанность, да, и тогда мы можем что-то прошляпить. Но у вас, давайте так, вы будете аккуратнее, вы люди интуитивные, но в принципе на деньги. У вас какая-то, знаете, красивая такая траектория прогресса по деньгам может быть. Месяцев 6 на 8. Вы можете буквально какой-то капитал. Вот я именно с учетом ваших энергий, которые будут, нет эмоций.
Если у Скорпиона нет эмоций, он что-то просчитал. И вот так вот предельно вы, да плюс добавить туда интуицию, какой-то план вы будете вот так вот просчитывать и не просто организовывать, а вы начнете действовать, да вы горы можете свернуть. Ну, горы мы оставим на месте, но правда ведь, я не шучу. Здесь может быть, знаете, как большому кораблю большое плавание. Понятно, эго придется все-таки, да, причесывать, потому что, но оно нам явно не помогает. Тут как-то надо очень правильно провзаимодействовать. Многие вопросы решают люди. Но тут и может быть вот это ожидание какое-то пустое, бестолковое. Вам оно уже не интересно, правда? Оно как отпадет само. Вот что прояснится. Может быть, это и вы, кстати, ждали приглашения. Вот, может быть, и так. Вот я теперь гляжу на все карты, которые выпали, и у кого-то будет, ну, к примеру, вы рассылали резюме или, может быть, искали работу, или вас держали где-то в ожидании от какой-то компании, вы отправили, вам не отказали, то я отправили письмо, я имею в виду, да, или какое-то резюме, рассказали о себе там и так далее. И вы видите, что, да, интерес именно к вашей персоне, к вашей работе, к вашим навыкам или экспертности, она определенно есть. И вот теперь вы получаете ответ. Заканчивается и ожидание, но где-то, может быть, и эмоции какие-то заканчиваются. Но, понимаете, тут такой двойственный момент. Эмоции вроде закончились, а пришел восторг. Или какая-то легкость, да, мы словно парим, вот как эта девушка. А вам очень быстро нужно перевести себя в плоскость рационализма. Вот тогда вот так, понимаете, будет. Поэтому будьте внимательны. Но возможности, смотрите, да, тут действительно какая-то денежная ситуация кардинально может решиться. Ну, потому что вы ее решаете. Да точно. У кого-то еще и личная жизнь решится. У кого-то сразу много сфер сложится в единый узор красивый. Правда, вы как, вот представьте, вы как, ну, какой-то волшебный витраж в окне храма складываете, правда, смело говорю. Или что-то вот такое необыкновенно, когда, ну, тысячи дорог сходятся в одной точке. Вот правда. Вы люди интуитивные. И у нас такой период, когда мы не все можем понять с позиции рационализма и здравого смысла. А вот подсознание, интуиция. А что такое интуиция? Это высшее знание, это не шаблон сознания, а это что-то более такое емкое. И пережитый опыт, который нам говорит, тебе туда не надо. Вот тогда слушайте, опять же, глаз собственной мудрости, мудрости души, она у вас мудрая, но и просчитывайте что-то наперед. По королеве Пентакли это та персона, которая сказку умеет сделать былью. Да, она надеется сама на себя, и поэтому ее никто не подводит. Она сама. Это где-то очень перекликается с спецификой вашего знака. Но у кого-то иногда эта карта будет говорить именно о личной жизни, мои дорогие. Как жена, хорошая мать, добрая хозяйка. Поэтому, ну, может быть, оформление отношений. Да, если мы говорим, что документы, согласования, дела какие-то, вот это тоже. А если работа или бизнес, вдохновение очень присуще королеве Пентаклей. Она знает, как заработать деньги, она знает, как поддержать мужа, если у него дела идут не очень хорошо. Ну или наоборот, перекладывайте, мои дорогие, если меня смотрят, ну, где-то девочки, да, это вы сами будете себя поддерживать, правда? Но, может быть, и придется кого-то из близких, да, вот, ну, тогда не соскользните в эмоции, они вам тогда помешают. Тут вот надо будет зерна от плевел явно отделять. Но вы, главное, тогда очень ресурсны. Ну, а мужчинам, я бы сказала, вообще повезло. Поэтому у каждого, понятно, свое, но я не исключаю, что тут какие-то повороты интересные в личной жизни. Причем очень добрые, надежные. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. Я благодарю за ваши искренние комментарии и за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.